Бригада, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Nissan Note в автосервисе. Проблемы со стартером, проблемы с дросселем. Надеюсь, к выходным вернут машину. Поехал копать на велосипеде. Где-то 15 километров расстояние надо преодолеть. И вот проезжаю некогда полигон ТБО за городом Светлым. Она же свалка. В детстве все время приезжали сюда червей копать перед рыбалкой. А сейчас вон все отсыпают. Смотрите, ребят, как все здесь поменялось. Давно я тут не был. Дорожка, конечно, вообще жесть. Как я тут проеду, не знаю. Дорога весьма и весьма так себе. Ну, отсыпают. Посмотрим потом, что тут будет. По лесу куда приятнее катить. Хоть и вдоль железной дороги, но гораздо приятнее. Погода, сомневался, ехать или нет, потому что дождь постоянно идет, на какое-то время останавливается, потом опять продолжается. А сейчас вообще благодать. Летом тут кустики всякие, крапива, ежевика цепляется. А сейчас свободно. Вальдштрассе, можно сказать. Ну ладно, поехали. Вот так вот в лесу. Снег где-то еще лежит на каких-то опушках. Ну, на 99% он уже растаял. Я думаю, через полчаса буду на месте. Не забывайте про подписку, ребят. Палец вверх и комментарии. Сегодня с рюкзаком. Раз в год его выгуливаю. Там приборы, лопата профессиональная. Позади дорога так себе, ребят. Местами размыло ого-го. После таяния снегов наших обильных. Я думал, будет по суше. Но ничего. Практически добрался, можно сказать. Так что погнали. Сейчас будем копать. Запаркуюсь. Точку поставлю, где велик пристегнул. Его ж найти еще потом надо. Такие вот моменты местами. Смотрите. Чача такая, ого-го. И таких мест дофига. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Ну все, запарковал байк. Народу тут не бывает, в принципе. Сейчас собираю снаряжение и погнали.
вот так вот пойду. Дождевичок такой в комплекте. Вообще кайф, рюкзак легкий стал. Сейчас медведя распугну. Пошли. Вот она, первенница. Цветняшка пошла. Дошел я до места, где в прошлый раз был, друзья. Докопал, вообще ничего нет, тишина. Двигаюсь просто по верхам что-нибудь. Цепляюсь, хожу, ищу. Вон, сигнальчик выкопал. Какая-то крышка. Оба! Diamond Focus. Что за Diamond Focus был? Еще пружинка внутри. Стальная была. От чего? Кто знает, пишите. Какая-то огромная воронка. Рядом выкопал листы такие. Похоже, что крыша была вот под трубу. И вот сигнал был еще алюминиевый большой. Сначала думал, банка консервная. А это, ребят, сейчас покажу. Смотрите. Опа. Что-то интересное. Ой-ой-ой. И с чекухами. Вы посмотрите. Офигеть. Посмотрите, и тут чекуха. 37-й год. Вот это интересно. Вот это уже интересно и неожиданно. Что вот это за трупы П1, интересно. Еще пуговица. Пуговицы пошли. Буду заглубляться, ребят. Еще две пуговки, друзья. Что тут у нас? Не как ключ какой-то. Пойдем постучим. Интересный. Что-то тут приварили к нему, наколхозили, что ли. Или так и должно быть. Сейчас почищу. Такой ключик получился.
Ребята уже попросыпались бегом. А ты красавчик. Ой, какой хороший. Беги-ка ты в тепло, дружок. Беги-ка ты в тепло. Вот туда вот, в травку. Бах. Все, отдыхай там. Зимуй, зимуй. Не вылазь, рано еще. Выкопал что-то там. Зеленая гильза, что ли? Ага, иловская. Иловская песочная. Зеленая. Вот она. Красавица. С такой нормально рюмку можно сделать. Не гнилая, ничего. Красотулька. В этот день коп пришлось резко прервать. Все потому, что почему-то экстренно разрядилась катушка. Хотя вроде бы всю ночь я заряжал, как мне казалось, ее. Когда приехал домой, поставил на зарядку, но заряд почему-то не шел. Аккумулятор катушки отказывался брать энергию. Ситуация патовая. Автомобиль неделю в ремонте. Если со стартером разобрались и заводится теперь нормально, то с дросселем никак не можем, понять, в чем там дело происходит. Возможно, сегодня буду перегонять в другой автосервис электрику, чтобы разобраться. Как бы не остаться на новогодние праздники без машины. И с катушкой. Я ее ставил на зарядку. У генерала взял другую прищепку. Раскурочил свою прищепку, пока разбирался. Потому что думал, что дело в контактах. И именно в ней. Но получается не так. Поменял кучу блоков питания. Проводов этих Горынычей тройных. Что только не предпринимал, но ситуация никак не меняется. Она вроде начинает заряжаться маленько. Несколько секунд заряжается и все, и перестает. А потом вообще не заряжается. То есть она вот минимальный заряд какой-то берет и все, и перестает заряжаться. Я ее разряжаю намеренно, опять ставлю, там ерзаю по-разному этими контактами. Она вот там опять 15 секунд заряжается и все. Позвонил в службу поддержки. Короче, буду сегодня отправлять катушку. Ну и ждать. Это по времени месяц, не меньше пройдет, пока что-то решится. Так что вот такие вот новости, ребят. Похоже, что кто-то, заклинание с ударом по технике прочитал. Но я зеркало делать не буду. Я не злюсь. Всех прощаю. Как-нибудь разберемся, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых выпусков. Что-нибудь придумаю. Без контента вас не оставлю.